Привет, друзья! Намасте! Поговорим о том, почему в Индии нужно торговаться, когда вы что-то покупаете на рынке и даже в магазине. В некоторых магазинах тоже нужно обязательно торговаться. Но сначала я вам расскажу, что у нас здесь нового в плане погоды, потому что видео я давно не выкладывал сравнительно. Последнее видео вроде как неделю назад. Харе Кришна. Да, детки ходят, гуляют, несмотря на то, что жарко. Погода у нас такая же. Вот так вот и хреначит эта волна жары. Аномальная жара, не прекращаясь 2 месяца. Каждый день. 44, 46, было 49, но сейчас, правда, нет таких температур уже, как в мае. Но все равно читал новости, там опять какое-то красное предупреждение на следующую неделю, вернее, вот на эту неделю, которая началась. И ожидаются дожди только в 20-х числах июня. Где-то 23-го, 24-го, типа какие-то дожди уже начинаются. Но даже когда будут дожди, все равно будет там температура за 40. Поэтому, ну, весь июнь, можно сказать, будет вот таким. Сюда углубляемся на рынок. Здесь зеленая дорожка ковровая постелена зачем-то. Да, прикольно. Такой идешь по Вриндавану, по ковру. Я хочу пойти в кафешку, где-то поесть, наверное. Харе Кришна. Харе Кришна. Как вы знаете, друзья, в Индию я начал приезжать очень давно, в нулевых, в начале нулевых, с 2002 года. И здесь тогда все было дешево. Крайне дешево. Вы могли жить в гостинице за $1 в сутки. $1 в сутки. Можете себе представить? В Дели, в столице, можно было найти на мейн-базаре комнату за $1 в сутки. А доллар тогда стоил в Индии в районе 50 рупий. Когда как? 48, 50, вот так. Рупий, харибол, харибол. Стоил $1. Кроме того, было очень хорошее соотношение, допустим, рубля и рупий, потому что в России тогда доллар стоил, наверное, рублей 29, что-то около 30, а в Индии доллар стоил где-то, наверное, 50 с чем-то. Ну, мало того, что здесь действительно было все дешево, в абсолютном, так сказать, измерении, в долларах, если брать. Кроме того, это еще было дешево относительно рубля. В 2003-2004 году там с $1000 идешь в обменник. Карточек тогда не было в основном банковских. Так распространено это. Идешь в обменник, там $100 меняешь и получаешь кучу бабла просто. Такую пачку денег, на которую можно жить там месяц на эти $100. В принципе, если постараться. Ну, если за $1 можно жить в гостинице сутки, да, посчитайте, $30 это месяц на жилье. Сейчас, наверное, если вы за $10 найдете жилье в Индии в день, то это хорошо. А тогда вот на 30-40 можно было жить месяц. На $0,50. Да какой $0,50? Тали, которая сейчас стоит здесь 150, 200 рупий, 250, смотря где. Тогда тали стоила здесь в Индии 10 рупий. Можно было найти за 10 рупий поесть тали. Что такое 10 рупий? Это, грубо говоря, 1/5 доллара было. То есть вы могли жить где-нибудь, даже в Дели, в столице, ну а в Ришикеше уж точно вы могли в ашраме найти комнату за 50 рупий. Питаться там 2 раза в день этим тали, которая бесконечная, вам накладывают его, пока вы не объедитесь. За 10 рупий 2 раза 20 рупий, 50, 60, 70 рупий. За 70 рупий вы могли жить день, по идее, при желании.
Вот такой был уровень цен. И, конечно, в таких условиях люди, которые приезжали даже не из очень богатых стран, начинали здесь чувствовать себя богачами и начинали сорить деньгами. В Индии принято торговаться всегда. Сами индусы везде на базаре, они торгуются. Это нормально. Это разновидность такой игры. Интересно. Вам там продавец предлагает сразу там, в 2-3 раза дороже, вы скидываете цену. Это такое общение. Это национальная такая традиция. Ну, а наши приезжали тогда, приходили на рынок, там, сколько стоит килограмм бананов. Им говорят цену в 3 раза дороже, чем есть на самом деле, ожидая, что человек будет торговаться. А человек говорит, окей, вот тебе, потому что на самом деле та цена, которую заявляли в 3 раза дороже, она все равно меньше, чем эти бананы стоят там в той же России. Вы такие, о, нифига себе, как дешево. Вот на тебе. А такой офигевший продавец, такой, опа, ничего себе. Подвалило, какое счастье. Один такой покупатель приходит и платит в 10 раз или в 3 раза дороже, чем это стоит на самом деле. Второй, третий, четвертый, 10. В таких местах, как Путтапарти, там очень много иностранных туристов, которым, ну, собственно, по барабану 10 рупий заплатить или 30 рупий. Собственно, для них особой разницы нет. Но эта разница есть для местных, для местного населения. Для них 10 рупий или 30 рупий – это довольно большая разница, особенно тогда, в то время, про которое я рассказываю, да, нулевые. Поэтому что происходит? Этот продавец такой жадненький, обычно продавцы жадненькие, хотя не все, многие из них, он думает, а может действительно как бы я делаю что-то не так, может я дешево продаю. Получается, что начинают расти цены в этой местности. Не только для туристов, не только для вас, кто приезжает туда на неделю, на 2, посетить ашрам Саи-Бабы, скажем, там, или Вриндаван, тут походить по храмам и уехать обратно к себе. Но цены начинают здесь расти и для местного населения. Кто был в ашраме Саи-Бабы, помнит, я не знаю, как сейчас, я давно не жил в ашраме, но раньше там прям в комнатах висели памятки на разных языках, в основном на английском и на русском, как себя вести здесь за пределами ашрама. И там первым пунктом было написано: никогда не покупайте за 10 рупий то, что стоит 1 рупию. Всегда торгуйтесь. Потому что вы уедете, а местные люди останутся здесь, а цены для них вырастут. Это одна причина, почему нужно торговаться. Собственно, она и озвучена в ашраме, в каждой комнате, в ашраме у Саи-Бабы, на стене. Она была озвучена в памятке. Вторая причина – это менталитет. Некоторые люди, жадные торгаши здесь на базарах, они, конечно, обрадуются, если вы заплатите им там в несколько раз дороже или хотя бы в 2 раза дороже, чем то, что вы у них покупаете, стоит. Какие-нибудь помидоры стоят 20 рупий, а вы за них заплатите 50. Он, конечно, обрадуется, что у него больше денег. Но, с другой стороны, даже он в глубине души на вас обидится. Потому что он будет про вас думать, как про сумасшедшего миллионера, который наплевательски относится к деньгам и который его, продавца, вообще ни во что не ставит. То есть, не торгуясь, вы как бы ставите себя выше этого человека, у которого вы покупаете здесь что-то. Это, может быть, будет трудно понять людям с другим менталитетом. Как это? Да, так. То есть у нас не принято торговаться. У нас вот пришел там на базар, сколько стоит килограмм помидоров, столько с вас и возьмут. Вы не сможете скинуть цену, потому что обычно на рынках, насколько я помню, во Владивостоке, на рынках там продают наемные продавцы, а не сами хозяева этой лавки. А в Индии все наоборот. В Индии каждый лоточник, каждый продавец, он продает сам для себя. То есть он не наемный работник, он продает то, что он где-то купил, перекупил и вам продает. Он сам хозяин своей маленькой вот такой вот, видите, вот она, вот такая лавочка. Загружаете сюда помидоры, бананы, там арбузы и едете продавать. То есть он ожидает от человека, что он сказал, там 50 рупий, на самом деле, может даже немножко меньше. Оно стоит, может, 30, да, там 35.
Но он ожидает, что человек будет торговаться. Индиец всегда будет торговаться. Или он просто скажет: нет, пойду к другому. Тогда этот торговец скажет: подожди, давай там вот за столько, давай не за 50, а 45. Я так покупал недавно арбузы. Там стояло в ряд несколько продавцов. Подхожу, говорю: сколько стоит арбуз? Он мне говорит, смеется такой дядечка, говорит: 40 рупий килограмм. Я говорю: давай 30. Он: нет, давай давай 40. Тут же сосед у него стоит здесь, такая же лавочка, такие же арбузы. Он говорит: давай у меня купи, я тебе за 30 продам. Я: окей, говорю этому, сейчас у того куплю за 30. Или у тебя. Он: окей, давай 25. Тот сосед говорит: давай 20. В итоге я купил арбуз вместо 40 рупий за 15 рупий за килограмм. И вообще я подозреваю, что вообще на самом деле весь этот арбуз стоил 15 рупий, а не просто килограмм его. То есть весь этот арбуз, который был килограмма 2,5, наверное, такой маленький арбузик индийский, я думаю, что он на самом деле для индийца стоит 15 рупий. Поэтому всегда надо торговаться. Во-первых, чтобы не росли цены, не подстегивать жадность продавцов. Во-вторых, чтобы не обижать этих самых продавцов. Потому что он будет вас уважать, если вы обратитесь к нему: о, пробуджи, ручки сложите так молитвенно, ну давай, скинь немножко. Он поймет, что вы его уважаете, что вы относитесь к нему как к маленькому боссу такому. Он продавец, он хозяин товара. Да, что вот он может скинуть, он может сделать вам добряк. Он поймет, что вы его уважаете, что вы не лох какой-то, что вы не сумасшедший миллионер. И сам процесс торговли для них, друзья, для них в удовольствие. Потому что скучно стоять, продавать целый день под палящим солнцем. А когда приходит человек, что-то покупает, вот этот процесс торговли, это как игра, как развлечение. Восточные люди, они любят играть. Они любят игры. Вот я видел здесь в палящую жару, они просто сидят на улице. На улице 44. Они сидят и играют в Лудо. Лудо, игра такая есть, индийская. Есть она для Android, вот можете скачать, поиграть. Прикольная игрушка. Фишки надо двигать, похоже на нарды, но не нарды. Называется Лудо. И вот они в это Лудо прям под палящим солнцем играют, не могут оторваться. Мне сегодня должны столик привезти. Я купил столик на Amazon. Маленький. Не поверите, он стоит 360 рупий. Покажу вам этот столик. Ну, такой прикроватный столик, на котором хорошо делать разные обзоры всякой электроники. На этом столике. Ну и просто поставить там еду, сесть поесть. Как раз он рассчитан, рады. Он рассчитан, чтобы на нем сидеть на полу. Такая высота там 28 сантиметров. Поставить планшетик, там подставочка для планшетика есть специальная. Подставочка для стакана. Пивко налить можно. Смотреть кино по планшету. И что-нибудь есть, сидя по-турецки или по-индийски на полу. Так вот, про то, что нужно торговаться. Это вопрос менталитета, и порой нам бывает трудно понять, что какими-то своими привычными для нас действиями мы можем человека просто оскорбить. Сколько стоят, бананы? 50 рупий? Фу, фигня, вот тебе 50 рупий, я же крутой, я же белый миллионер. Ну, они очень считывают вот это настроение, оно у вас промелькнет где-то в глубине души, да? Вы, может быть, даже и не осознаете этого чувства. Оно где-то подспудно, то есть, если вам кто-то скажет вот так: да ты сейчас вел себя как сумасшедший белый миллионер, пренебрежительно относясь к этому индийцу, который продает сладка бананы. Вы скажете: да ну нафиг, у меня в мыслях такого не было. Но на самом деле оно где-то промелькнуло на подсознании, а они это считывают. Ну и, соответственно, к вам нет уважения. И в следующий раз вы придете к нему, и он вам еще за 60 продаст эти бананы. Ну, раз ты сумасшедший белый миллионер, то плати. Раз ты меня не уважаешь, не хочешь поторговаться, не хочешь меня попросить, чтобы я продал тебе дешевле, попросите его, скажите: пробуджи, о, это очень дорого. Пробуджи, давай вот так. Ну, я же не богатый человек, я такой же, как ты, да. И он всегда пойдет навстречу, он начнет улыбаться вам. Ему будет прикольно с вами пообщаться. Хотя бы вот в плане торговли. Ему будет не так скучно стоять там с этим лотком целый день. И он обязательно скинет вам цену. Иногда даже в 2 раза.
как повезет. Ну, здесь как бы дело даже не в цене, дело в менталитете. Очень большая, неосознаваемая вещь. Можно привести в пример историю из Карлоса Кастанеды, да, из 10 книги. Кто читал, тот помнит, когда в самом начале этой книги, когда Кастанеда рассказывал о том, как он искал Дона Хуана. То есть он повстречал его на остановке в Мексике, на автобусной станции. А потом тот посмотрел на него пронизывающим взглядом и сказал: обязательно приезжай, найди меня. Где его искать, он не сказал. И все. И они на этом расстались. И вот он поехал его искать по этой Мексике. Абсолютно как бы без всяких надежд на то, что он его найдет. Естественно, как и многие сейчас, там, соискатели всяких духовных вещей, он первым делом нарвался на какого-то помогайлу, как я называю, да. И сейчас, наверное, если вы приедете в Мексику, то найдете кучу вот таких помогаек, которые помогут вам за несколько тысяч долларов найти какого-нибудь Нагваля Дона Хуана, который накормит вас какими-нибудь грибами. Ну, в общем, на этом все ваше изучение толтекской магии закончится. Потом эти два чувака поделят между собой деньги и пойдут искать других лохов. Так вот, Кастанеда, тогда, в 60-х годах, он как раз нарвался вот на такого чувака. Хосе его звали, этого чувака, который говорит: да, без проблем, мы сейчас найдем. Я тебя сейчас там, значит, с тебя там несколько тысяч долларов. Он попросил у него, по-моему, 2 или 3 тысячи долларов. По тем временам огромные деньги. У Кастанеды, конечно, тогда не было таких денег. Он был студентом простым в университете. Но он соврал ему, говорит: да, у меня есть такие деньги. У меня гранты есть от какой-то там суперорганизации. Выдумал эту организацию. Назвал, говорит: да есть такая организация, эзотерический фонд Лос-Анджелеса, который... Собственно, не было никакой такой организации, он просто ее придумал на ходу. Да, и они мне выдали там несколько тысяч долларов грантов на то, чтобы я провел здесь изыскание, нашел этого шамана. Ну и вот этот помогайло говорит: сейчас я тебя познакомлю сперва с одним человеком здесь, который тоже крутой шаман. Потом через него ты, короче, получишь доступ. Может быть, он поможет нам найти того самого старика, которого ты ищешь. Вот они поехали к этому индейцу племени Яки. Они приехали в какую-то деревню мексиканскую и пришли к этому Лукас Корнадо, по-моему, звали, насколько я помню. Что-то такое. Да, звали этого индейца, типа шамана, который занимался дома изготовлением традиционных индейских масок. И вот они зашли в его хижину, и когда Кастанеда увидел этого чувака, как он делает маски, он был поражен этим методом. То есть он сидел на полу, скрестив ноги, и ногами вращал специальное устройство, на котором сверху стояла эта маска, и, в общем, как-то вот ногами поворачивая этот станок, он вырезал эту маску. И он был просто восхищен вот этим методом. Он говорит: я никогда такого не видел, чтобы так делали маски. Нифига, какой ты крутой чувак. Вот он это сказал, чисто просто искренне восхищаясь тем, что он увидел. А этот индеец, который делал маски, к которому они пришли, он так посмотрел как на последнего врага, на этого Кастанеду. И вот этот помогайло, он объяснил ему, что Кастанеда совершил огромную ошибку, это сказав этому индейцу. То есть индеец понял это так, что Кастанеда высказал пренебрежение к этому индейцу бедному, пренебрежение и презрение к его бедности, что он не может купить себе нормальное оборудование, что он настолько беден, что не может обзавестись нормальным станком, чтобы делать эти маски, ну, как положено. Конечно, Кастанеда офигел от этого объяснения. Ну и потом они загладили это неудобное положение. Он купил у него несколько масок, подарил ему свою кожаную куртку. Ну, в общем, инцидент был заглажен. Потом они сдружились с этим производителем масок, с этим индейцем. Он уже без помогайки потом к нему приехал. Тот индеец говорит: хорошо, что ты приехал без этой занозы в заднице, что ты один приехал. И, собственно, так и получилось, что через этого индейца, изготовителя масок, он нашел потом Дона Хуана.
Так вот, я к чему, что вот эта разница в менталитете нам иногда абсолютно непонятно, как наши какие-то слова могут обидеть человека, который принадлежит другой культуре. Да, вот вы не поторговались с человеком, вы его обидели. В глубине души он на вас обидится. Он, может, даже не покажет этого, как показал своим видом этот индеец в случае с Кастанедой. Ну, потому что на самом деле это не такое уж там и оскорбление дать больше денег, чем положено. В чем-то это может и приятно. Это так, как бы небольшое пренебрежение такое с высоты белого человека, белого миллионера, да, у которого денег не клюют. Что мне там твои 10 рупий? Что 10, что 20 мне по барабану. Да, вот такое вот отношение. А здесь вот как бы в случае с Кастанеда это было очень сильное оскорбление. Причем, как вы поняли, Кастанеда хотел выразить свое восхищение тем, как он делает маски. То есть вот настолько может быть большая разница именно в менталитете и в отношении к каким-то обычным словам у людей разной культуры. Тот факт, что все мы похожи внешне, у каждого у нас есть голова, 2 руки, 2 ноги, но на самом деле мы абсолютно разные существа. Подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы в Telegram, все ссылки будут в описании. Также вы можете помочь каналу денежкой, ссылки на донаты тоже в описании. Все, друзья, до следующей встречи. Пока-пока. С вами был мистер Шанти или Билли Баба, что в переводе означает кошачий саду, кошачий баба. Либо Олег. Все, друзья, до свидания, всех благ, намасте.